Друзья, приветствую всех на канале. В этом видео хочу показать посадку однолетнего саженца винограда. Это саженец прошлогодний, который мы выращивали в своей школке. Вот такая у него образовалась корневая система за год. И вот такой прирост. В этом видео хочу показать, как мы подготавливаем яму, какие используем удобрения, а также какую берем отраву от майского жука, а также медведки. Итак, приступим. Для того, чтобы его посадить, нужно вначале его подготовить. Есть у нас вот такой прирост, и мы оставляем обычно на 2-3 почки. То есть сейчас вот так его обрежем и постараемся в этом году сформировать 2 рукава. Потому как видно, у нас прирост отличный и корневая система мощная у этого саженца. Если саженец слабее, то можно оставить также, в принципе, на 2 почки, одно слепить. Так как у нас он сильнее, будем сразу формировать в 2 стараться. И сейчас я его обрежу. Собственно, вот так подрезали. И заодно смотрим, живой у нас или нет. Как можно видеть, срез салатовый, значит саженец у нас живой. И теперь нужно укоротить ему слегка корни. Мы обычно укорачиваем перед закладкой на 2 ладони. То есть мы сажаем с такой длиной корней. И теперь нужно их просто слегка обновить, то есть краешки подрезать. И также смотрим на срез корней, он не должен быть коричневый, вот такой беленький. Это означает, что саженец у нас живой, и его можно сажать в лунку. Все, сам саженец подготовлен. Теперь по глубине определяемся, какая у нас будет яма. То есть смотрим, верх саженца должен быть приблизительно на 10 сантиметров ниже от уровня земли. Все, яма у нас подготовленная, то есть я заранее ее вырыл. И теперь вниз нужно внести удобрение. Это у нас будет курнык, полбанки. То есть аккуратно на дно рассыпаем равномерно курничок. И также есть нитроамофоска. Здесь приблизительно в пакете грамм 100, может чуть больше. И сейчас я буду вносить полпакета. То есть также на дно ямы аккуратно рассыпаем нитроамофоски чуть-чуть. Вот такое удобрение. На дно ямки чуть-чуть рассыпали. Далее нужно внести отраву от медведки и майского жука. У него 2 действующих вещества. Это имидоклоприд и бенефрин. Значит, мы делаем следующим образом. Берем пшено на 1 килограмм и вносим пакет вафотокса. В такую бутылку вначале вливаем вафотокс. Он у нас размазывается по стенкам банки. И далее всыпаем пшено. После чего оно перемешивается, слегка становится таким мокроватым. Далее нужно, чтобы зерно постояло примерно сутки, напиталось отравой, и его можно уже дальше использовать. Метод бутылки очень хорош, потому как сейчас берем, просто открываем бутылку и аккуратно с самой бутылки сыпем зерно с вафотоксом на дно ямки. Все, этого будет достаточно, даже можно чуть поменьше. И теперь внизу ямы нужно сделать небольшой холмик, для того, чтобы распределить корни саженца, чтобы они росли правильно. То есть у нас, как видно, саженец формирует корни приблизительно под 45 градусов. Нам нужно так же самое его и посадить. То есть внизу ямки я сейчас сформирую небольшой холмик. Когда рыл яму, землю раскладывал в 2 разные кучки. То есть сверху у нас идет больше с черноземом, это верхняя часть грунта. Это нижняя. Нижнюю можно, в принципе, раскидать по периметру, а будем использовать верхнюю часть грунта. Она у нас более плодородная. На дно ямы насыпал холмик небольшой. И теперь примеряем наш саженец. То есть вот так вот он ставится на этот холмик, и корни уже распределяются под нужным нам углом. Все, дальше можно положить лопату, это будет уровень земли.
То есть я оставляю 10 сантиметров. Ну и дальше уже закапываем сам виноград. Сейчас я саженец немножко поверну почками. Вот так. Сейчас покажу для чего. То есть у нас все виноградники идут вот так. Вот как можно видеть. И также мы поставим почками его по винограднику. Для того, чтобы сюда пошел рукав и сюда. Все, и теперь засыпаем почвой, которая у нас была верхним слоем. Как можно видеть, когда у нас есть холмик, саженец никуда не падает. И вот так дальше прикапываем его приблизительно наполовину. То есть до вот этого уровня я заглублю землей. И дальше нужно будет нести еще удобрения, а также отраву. Все, саженец я прикопал. Дальше еще беру полбанки курника. Даже чуть меньше, приблизительно, наверное. И вот так рассыпаем на дно. Также нитрамофоска берем и высыпаем ее вместе с курничком. Все. Теперь остается еще раз насыпать пшена с вафотоксом, чтобы личинки у нас не съели виноград. Все. Столько будет достаточно. И уже дальше закапываем виноград полностью. Также не забываем уплотнить грунт. То есть аккуратно уплотняем, чтобы саженец у нас не болтался. Все, как можно видеть, он у нас уже хорошо стоит. Теперь насыпаю землю до этого уровня и формирую небольшую ямку. И в конце не забываем полить наш саженец водой. Пару ведер будет достаточно. Сейчас схожу еще за ведерком, полью его. Влил второе ведро воды, и на этом посадка саженца у нас закончена. Данный метод подходит также и для осенней посадки вегетирующих саженцев, ну и собственно как сейчас весной. И также не забываем подписать, какой сорт винограда у нас растет. В конце видео хочу показать, собственно, для чего нужны у нас препараты от вредителей. Имеется у нас вот такие вредители на участке. Они в принципе везде имеются. Это у нас личинка майского жука. Если вот такая зараза заводится под виноград, она просто съедает все корни, и виноград у нас не растет. Также медведка ест виноград. Маленькие корешки винограда — это для них питание. Поэтому, когда вот такой вредитель заводится, он сжирает виноград. То есть отрава обязательно нужна. Мы используем зерно, пропитанное вафотоксом. Также можно использовать Байер таблетки. Инициатор называется. Просто они стоят очень прилично. А вот такая банка зерна с вафотоксом стоит, так скажем, намного дешевле. И применяем ее постоянно. Почему зерно? Также еще дополнительно, когда в школку у нас сажается виноград, просыпаем по школке, и медведки и хруща у нас не будет. Так что имейте в виду, на этом в принципе посадка винограда закончена. Всем добра и позитива. Удачи! Также, кого заинтересовало приготовление данного зерна с вафотоксом, пишите в комментариях. Если нужно поподробнее показать, сниму второй частью и покажу.